Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартьюа. Перед началом ролика хочу обратиться к каждому с просьбой поддержать меня. Осталось совершенно немного, чтобы достичь 1000 подписчиков, поэтому мне нужен каждый ваш лайк и комментарий для продвижения ролика и привлечения еще большей аудитории. Уделите немного своего времени, вот немного, вот тут столечко. И огромное спасибо всем, кто откликнется на мою просьбу. Также у моего канала есть телеграм-канал, ссылка на него закреплена в комментариях. Если что, там нет никакого спама, только информация о канале, о игре. А еще я создаю свою комьюнити, поэтому мы там общаемся в комментариях. Присоединяйтесь к нам. И всем еще раз огромное спасибо. А теперь перейдем к ролику. Итак, по стандарту я здесь вижу очень крутые легендарочки. И тут уже зависит от того, как оно будет мне приходить. Вот реально, мне на самом деле хотелось очень сильно сыграть через магов. Но через 12 уровень. То есть брать магов и по итогу брать 12 уровень. Маги-драконы были бы неплохи. Вот что такое было бы реально интересно. Возможно, стоит мне лустрик сейчас поставить. Хотя не знаю. Я еще посмотрю, а там уже будет видно. Но я же говорю, я сейчас как бы загадал. Заранее. Но как вы все знаете прекрасно, это уже стало, наверное, небольшим мемом. Причем, я думаю, для всех. Потому что каждый раз я что-то загадываю, каждый раз что-то хочу. Каждый раз я получаю по лицу, беру что-то другое. Гениально. Ну ладно. В принципе, такое. Это уже, скажем так, дело третье. Сюда. Не, ну... Ладно. Ладно. О, мана плюс 40, отлично. Звери, кстати, неплохо здесь зайдут, потому что здесь, во-первых, есть хан, а во-вторых, кстати, неплохо здесь зайдут охотники какие-то. Реально неплохо зайдут какие-то охотники. Короче, вот такой вот пул у меня сейчас расширенный. А посмотрим. Тут надо еще смотреть внимательно, кто что будет собирать. Надо будет смотреть еще внимательно, какой расширенный пул у кого. Тут, скорее всего, гоблины мехи со старта будут. Не думаю, что там будет что-то еще серьезнее, но мне кажется, будет вот так вот. Вот, кстати, вот мне тоже мех пришел. Хочу взять его. Механизм со старта это неплохо. О, 300 хп со старта. Это вообще шикарно. Так, ну, если мне сейчас придет механизм, то я, возможно, даже заобузю халявные роллы. Получается. Мех, точнее мех, а этот пришел. Ну, один охотник пришел. Я на самом деле не знаю. Я, наверное, драконов пока уберу со своего билда. Механизмы оставлю. Может, реально охотников показать. Короче, если сейчас мне Клокверк придет, то в принципе будет вообще шикарно. Тут тайт есть, в принципе, для охотника. О, кстати, еще один. Ну тут прям... Ну, прям пока странно приходит. Если честно, не буду загадывать наперед. Ну, пока странновато приходит. Но сильно довольно. На самом деле, хочется, наверное, пока поставить вместо Тинкера Silence. Так как Silence глобальный будет, я вот думаю, может... Ну и шаманы есть, как бы, да, шаманы-маги можно собрать. Но также можно собрать еще и охотников сверху. Что ж мне хочется больше, вот что, чтобы понять. Тут вот механизмы собрались, окей. Со старта механизмы довольно-таки сильно, плюс у него цветка, но посмотрим. Ну, понятно. Я откис. Цветка оказалась сильнее. Да. Все, Тинкер меня сейчас просто расстреляет. Ладно, я ничего уберу, все-таки возьму, наверное, охотника. Посмотрим. Может, реально охотник это будет имбой. Может быть. СФ, кстати, пришел. Не, ну мне пока сыпет, если честно, ну, явно не на охотников. Вот реально сыпет явно не на охотников. Я, наверное, орков поставлю вместо СФ пока что, но СФ со старта тоже будет очень сильно. Просто... Просто орки мне сейчас бафают, во-первых, всех героев, плюс они мне бафают очень сильно Эгиду. Эгида со старта очень сильная, плюс у нее сейчас 150 хп будет сверху. То есть она будет прям сейчас разваливать. Охотники собираются, раз-два. Вот как я только охотников захотел, сразу два охотника собираются. Вот прям, знаете, как закон подлости какой-то. Еще и М там присосался к моему. Ну хотя бы благо кастануть успел, кстати. Эгида не успела ничего кастануть. Обидно. Ну, тычечку. Чтоб ты долго жил.
Не знаю, где мои эти мехи гоблины? Где мои мехи гоблины? Так, иди гуляй, иди гуляй. Мне шаманы идут, в принципе, норм. Все, вот так вот оставляем, СФ есть, в принципе. Может и СФ скипнуть. Зачем он нужен? Ну, я скипну СФ, возьму уровень 5. Возьму автохекс поставлю. Или нет. Тинкера поставлю. Или двух джаггеров поставлю. Во. Двух джаггеров это самое то, что надо нам. Орки. Ну, орки тут собираются, кстати. На жрецах играют через лустрик. Тут непонятно, тут боги жрецы через снайпера. Что? Боги жрецы через снайпера? Такой первый раз вижу. И в чем суть? Типа, что снайпер постоянно будет стрелять? Ну, по-моему, это ж невыгодно. Но снайпер никак не бустится. А, он, наверное, по-другому хочет сыграть. Так, Тинкер в двойку сюда иди. Тинкер в двойку тебе так. Может, мне реально маги приходят. Пока на самом деле реально ничего не понятно, что мне как-то приходит. Есть и гиды, конечно, это хорошо, прикольно. Но пока очень даже непонятно, что мне приходит. Я бы на самом деле хотел бы через людей как-то сыграть. Но... Посмотрим. Просто мне хоть... Ну, у меня давно на канале не было контента, когда я беру 12 уровень, играю через магов, там, через драконов, прикольно, вот всякое такое. Но пока просто мне реально вообще непонятно, что есть. Поэтому посмотрим. Вот, снайпер в двойку. Конечно, да, ну, у нее не 10 секунд будет КД, у нее там будет 6 секунд, потом будет там 4, по-моему, секунды. Ну да, 4 секунды у нее будет. И толку от этих 4 секунд. Но будет он стрелять вечно. И толку от того, что он там будет стрелять. Вообще непонятно. Так, вот это убираем. Резачка пока убираем, двух эгид оставим. Мне две эгиды как-то больше нравятся, нежели так. Уровень возьму 6 себе сейчас со старта. Ну мало ли, чтобы мне фиолетовая фигура получше приходила, чтобы шаманы пришли мне со старта. В двойку шаман отлично. Тут есть... А, тут пятерки шамана нет. Вот это вот плохо. Вот этот как-то я момент вообще упустил. То есть мне нужна будет панда. Этот момент я упустил совершенно. Боже, это плохо. Ну ладно, эгиду в двойку придет, то в принципе мы можем что-то подумать сделать. Реально что-то подумаем, сделаем, там уже решим. Эгида под магами, в принципе, хороша будет. Мне нравится такая идея. Эгида под магами. Возьму его. Так, автохекс возьму, поставлю, пусть будет. Халявные роллы мне не приходят. Тут халявные роллы у чувака есть. Тут будет играть он... О, понятно. Тут будет 100% собираться ведьмак. Вот уже собирается. Ведьмачки. Ведьмачки-тролли будут. Ведьмачки-тролли для меня это не хорошие новости, если честно. Надо будет думать. В принципе, 9 магов хорошо зайдут сюда. Тогда, в принципе, собираем 9 магов. Реально, собираем 9 магов. И играем через 9 магов. Но сейчас Лина в двойку придет, неплохо будет. Нормально. Сейчас что-либо мы придумаем. Автохекс есть, все есть. В принципе, да. Играем шаманы, маги. И все. И все. Либо же просто 9 магов через эгиду. Эгида хороша. Ну, тут охотники, понятно. Охотники меня разбомбили по полной программе. Охотники очень сильные. Так, возьму тебя. 9-й раунд 16 монет, это вообще плохо. На 10-м раунде, когда у вас будет против мобов, у вас надо иметь, чтобы хотя бы 20 монет на руках было. 20-30 монет, это идеально тогда. Все остальное, то что ниже, это все очень плохо. Чувак тоже тут... А, он на шаманах тоже хочет сыграть. Пока непонятно, что он хочет сделать, потому что у него и те, и те. Тут орки. Тут, наверное, будет чистый охотник, наверное. Ну, тоже чистый охотник, это не всегда факт, что это чистый охотник будет. Зачастую это псевдоохотник, который вот просто делает вид, что он сейчас на охотниках играет. А потом он выкатится. Знаем мы таких.
Бабах, отлично. Самого жирного прилетело. Ребят, кто не знает, как работает эгида, напишите в комментариях, я отвечу. Но я думаю, уже все прекрасно знают, как работает эгида. Для всех это уже не новость. Как работает ее способность, насколько она скелится в уровнях и так далее, и так далее, и так далее. Так, Джаггер в двойку, отлично. Джаггер в двойку это не просто отлично, это шедеврально. Это шедеврально. Поэтому Сайленс погуляешь. Классные предметы, все говно. Скип. Классный предмет. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, что я хотел только что сказать, насколько это классный предмет. Неплохо у меня по двойкам, у меня все очень плохо по моему инкаму. У меня инкама вообще нет. Но если двойки придут хорошие, то в принципе инкам есть и даже очень хороший. Это... Что это такое? Маг. Маг через панду. Плохо. На самом деле собрать бы боги, чернокнижники, Джиггернаут. Вот это вот было бы прикольно. Я думаю, это было бы не просто прикольно, это было бы прям... Вах. Не знаю. И пока... Тут, в принципе, есть один бог. Но тут и маги классные. Может, маги-боги собрать. Тоже будет неплохо. Просто маги-боги... Два разора у чувака. Тут может быть проблема такая, что мне не хватит мана-регена. Ладно. Сейчас пока смотрим дальше. Мне все равно по инкаму еще надо выходить. К 15 раунду мне надо уже будет 50 монет иметь. Уровень нужно брать. Ну, тоже, если какое-то усиление придет, то надо будет усиление делать. Никакие там другие мне штучки не нужны. Он чувак уже в 50 монет сидит. Раулин. 97 хп имеет. Каким образом? А, он на халявных роллах сидел. Окей. Отлично. 3 ракетки чисто отправились по почте в Тинкера. Так, разорчик. Сюда. Гримтач. Прекрасно. Блин, а если сделать 9 магов через эгиду и плюс волшебников? Насколько это будет сильно? Насколько это будет прикольно? Вот насколько это будет сильно? О, кстати, тут надо кулончик не тратить. Тут есть еще вот этот тот чувак, который может быть сыграть на жрецов. Но он жрецов не апает, только ищет орков. Ага. Гритеры, ведьмаки. Ладно, посмотрим. Пока собираем то, что я собирал до этого. Магов плюс шаманов. Когда апгрейд мне придет этой эгиды? Хочу апгрейд эгиды. Так, апгрейд раз-два есть. Хорошо. В принципе, ставим Лину. В принципе, эгиду скипнем. Поставим тоже ЦМ-очку. Это мы скипнем. Можно было бы просто даже уровень взять сейчас. Автохекс, конечно, наверное, прикольно, но мне хотелось бы скипнуть. Хотя хекс на 6 секунд довольно сильно идет. Реально в лицо сильно прилетает от такого хекса. Не знаю, Тинкер как-то мне смотрится мощнее, но... Не знаю. Меня смущают ведьмаки очень сильно. Ладно, короче, сейчас разберемся. Я уже так загадываю, наперед думаю, но меня смущают ведьмаки, но я хочу еще и гида, чтобы апнулась. Чтобы была бы вообще песенка. Так, окей. Не, ну Лина на самом деле она неплохая в двойку. Очень... Ну, Лина в двойку со старта это очень сильно будет. Вот если она вам пришла вообще ранее в двойку, то считайте, вы сорвали джекпот, потому что у нее нюк 650, 6 секунд с КД, плюс она скорость атаки увеличится на 60%.
Сильно? Сильно. Очень сильно. Достаточно сильно. Не очень сильно, но достаточно сильно. Поэтому я рекомендую ее собирать, если она вам приходит. Вот так вот. Люди мне пришли. Ну просто я могу... Мне может не получиться как бы то, что я хочу. Но 12 уровень я, наверное, уже не возьму. Мне очень тяжело приходили апгрейды. Ладно, я не буду. Я даже не буду пытаться сейчас Лину в тройку гнать. В этом нет никакого смысла. Вот так вот сделаю. Сейчас посмотрим. Панду я чисто поставил из-за того, что, может быть, мне придет панда-шаман. Она мне просто здесь нужна в этом билде. Если она не приходит, то все очень грустно, печально и... Очень все печально. Для меня все печально будет. Вот Лина 200 урона уже. Из них больше половины это магический урон. Панда. Поздно мне люди приходят. Вот реально поздно. Как ни крути, но очень поздно они мне приходят. Часто, ну просто любой чувак придет, у которого немножечко сильнее билд, и все, он меня выносит. Люди. Ну можно поставить магов. Усилить себя магами. 3 мага. Мне шаманы не приходят, вот это вот обидно на самом деле. Там чуваку уже панда шаман пришел. Он себе сейчас 6 шаманов выставит, и что мне делать дальше? Чувака котел есть. Гритеры. Ну, гритеры, ладно. Гритеры, кстати, ну, довольно сильные будут. Плюс у него ЦМ-ка есть с мантой. Ой, у меня манта. Отлично. Проблема с маной я сейчас уже почти себе решил, получается. Шикарно. Не, ну лучше пока в нем будет. Все, в принципе, проблемы с маной у меня сейчас решены, потому что ЦМ, когда юзает этот манту, то работает 3 ауры. Из-за того, что работает 3 ауры, манореген максимально быстрый. То есть там 3 тика маны, то есть это 18 по 3 раза тикнет. Это сильно, очень сильно. Просто 54 маны со старта чмак. Ну, раз в 10 секунд 54 маны. Ну, спасибо. Банка пива мне шикарно пришла. Спасибо. Чтоб ты долго жила. Чтоб ты долго жила. Баночка нефильтрованного. Фу-фу-фу-фу. Ладно, в дойку придет, в принципе, пусть будет. Мне от нее как бы ни холодно, ни жарко. Эгиду поставил, пусть будет. Баф неплохой. 6 троллей через ТБ, спасибо, это очень жестко. Охотники. Охотники это проблема. Гоблины, непонятно. Жрецы, орки, что-то тоже непонятное пока что. Нужен баф магов, это 100%. У меня сейчас не такие персонажи монозависимые, как до этого были, но тем не менее я сейчас себя немножечко усилил. Я очень сильно надеюсь, вот прям не знаю, все пальцы, не знаю, все иконы там расставляю по стенке, очень надеюсь, что мне сейчас придет панда-шаман. Мне очень нужна панда-шаман, без нее мне будет очень грустно, печально и как бы не так. И я, наверное, сейчас возьму уровень вот так вот, выйдя из инкама, но тем самым себя немножко усилим. 3 мага это очень сильное усиление под эгиду, потому что у эгиды сейчас в радиусе 2 клеток бьет она раз. 2 она будет получать больше процентажного урона от максимального хп как своего, так и противника. И поэтому это прям будет четко. То есть 250 она стабильно носит. 1600 от своего это 160 урона еще сверху, то есть 310. Плюс там баз... Ну, короче, 400 плюс магический... Ну, короче, около 600-700 урона она сейчас нанесет, плюс это все в радиусе, и смотрим, сколько это будет. Бам! 4000 урона чуть ли с руки не прилетел. Сильно? Я считаю, очень сильно. Может быть, каких-то орков плюс маг бы сделать, и было бы вообще песня. Орки-маги. 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 Тут человек уже на 6 магах играет. Орки-маги. Насколько это сильно? Орки-маги. Дадут 400 хп сверху. Окей. Бафнут эгиду. Бафнут всех моих тоненьких магов. Не знаю. Пока как-то
непонятно. На самом деле, если соберу орков, это будет 400 хп. Если соберу 6 орков, то будет... Не, наверное, бред. Бред я сейчас думаю, поэтому даже не буду думать об этом. Ну чё, где там моя пандочка? Пандочка-шаман, пандочка-шаман, приди, приди. Солнышко, зайчка моя, приди. Приди, любимая моя сладенькая. Ну приди, я тебя прошу. Меня сейчас охотники просто разорвут. Да, в иллюзию. Как ты... Ну это ожидаемо было, что меня охотники разорвали. У меня слабее сейчас. У меня никакого АОЕ дэмэджа нет. Никакого. Тинкер, иди погуляй. Пиво, иди погуляй. Драконы магия. Сильно? Да. Насколько сильно? На самом деле намного сильно. Поэтому драконы магии, в принципе, здесь имеют право жить. И, наверное, я их соберу. Сейчас человека поставил чисто из-за того, чтобы книжку себе заюзать. Дальше сейчас будем смотреть. На самом деле, не знаю, мне пока вообще шаманы не идут. Для шаманов плюс магов здесь такая себе игра. О, вертолетик пришел со старта. Если он синергии Киры себе найдет, то он может разорвать меня вообще без шансов. Тут вроде бы как собираются шаманы. Да, тут вроде бы как шаманы собираются. Причем он хочет шамана себе, я думаю, в тройку сделать. Кстати, сейчас я покажу один предмет. Идеальный предмет под эгиду. Так, 30 сопротивлений магии. Это я хочу. Это я хочу, это я беру. Вот этот вот предмет, который я сейчас сделаю. Сейчас, секундочку. На самом деле 40 маны, нужно ли оно мне? У меня сейчас есть лютый буст по мане. Ай, да ладно. Пусть будет. На самом деле тебе дам, что ты в бой не влазила. Вот этот вот предмет, вот этот, идеальный предмет под эгиду. Это просто сильнейший предмет, который только может быть под эгиду. Сильнее предмета, ну, нет для нее. Вот вообще нету. Вот она просто один раз кастанет и просто снесет всем лицо. О, ТБ через Киру? Ого, но этого я не знал. Но тебе лови хекс в лицо и смотри, что сейчас с тобой будет, дорогой ты мой. На. Ну еще сверху на. Не, засовывать ТБ Киру, это что-то новенькое. Ого. А это что-то мне не нравится. Гоблины. Я думал, там уже фуловые мехи. Я думаю, ого. Вот это чувак там дал Джару. Ой, походу не придет мне то, что я хочу. Но тогда на 9 уровне мне, скорее всего, придется ролить. Дракон у меня один есть. В принципе, дракон-маг нормально сюда зайдет. Реально, дракон-маг сюда хорошо зайдет. Но не поздно ли? Ой, ну вот этот маг жестче меня будет намного. У него фул люди, фул маги. Но у него есть котел, он может играть от котла. А что у меня есть? У меня только болт на 28 есть. Тут. Ладно, 9 уровень возьму. И буду ролить себе усиления. Буду перестраиваться в драконов-магов. Эгиду я оставлю. Эгида очень сильная. У меня в целом просто сборка слабая. Шаманы не идут. Вот я только сейчас шамана продам, шаманы будут идти. На самом деле, типа, это бред. Немножко. Драконов-то я перестроюсь, окей, а дальше что? Вот Хекс пришел. Бам! Какие жирные орки, алло. С чем? С Радиком? Ничего себе! Где он? 6 орков. Через Радик Дум. Обалдеть. Красиво. Ладно, иди гуляем. Все, не приходят, так не приходят. Все. Все, это просто бред. Это фиаско сейчас такое будет, что я не хочу просто даже на это смотреть. Меня выносить будут сейчас вдоль и поперек каждый. Если я сейчас не сделаю ничего для того, чтобы себя апнуть. Просто каждый будет выносить мне. Просто каждый будет говорить мне, что там, как дела.
Как твое настроение? Я такой, да нормально, и в принципе в next. Все, 9 уровень взял. Сейчас мне... Просто сколько он мне дал? Минус 20 плюс он мне дал. Обалдеть. Да. Ну и, кстати, проблема с предметами на ману решится сама собой. 5 драконов собрал себе. И кайфуешь от игры. Ну, вот и гоблины, кстати, собрались, и это очень сильно. Фуловые гоблины против меня это будет сильно. Что-то Киры. А если ДК собрать? О, отлично. Пак. Ладно. Ладно, Лич мне нравится. Все, в принципе, левых персонажей мне можно продавать. Для Лича я яичку оставлю. Не хватает одного мага мне. Придет, и я сразу его апаю. Нужен котел еще сверху. Будет вообще песня. Вместо ЦМ-ки поставлю. Ну, это просто если придет мне сейчас еще один дракон. Приходит один дракон сверху, все. Я буду разваливать. Яичко. Ну, дракончик один. Я что, так много его прошу? Да не эти драконы мне нужны, ребята. Не, пак еще нужен. Да чтоб ты долго жил, дорогой мой. Один дракон. Ого. Боже, я даже не знаю, что сейчас ставить, если честно себе. Пришло очень много всего и непонятно зачем. Синергия Киры, например, вообще непонятно зачем мне пришла, но пусть будет. Она лишним никогда не будет, если честно. Как-то так делаю расстановку сейчас. Не знаю, зачем синергия. Нужен дракон. Хочу дракона найти. Любого, мне нужен костяной дракон даже. Дракон троечка. Котел. Котел, в принципе, норм. Так, вот это вот опасно. А что, меня Лич ничего не кастанул? Прекрасно, Лич. Спасибо, Лич. Спасибо, Лич. Так, и одно яйцо сейчас для котла. Дракон пришел. Отлично. Но поставить я всех не могу. Почему? Как думаете? Ну, кстати, тогда мне остается место только под стяжечку. Яйца не поделиться? Что, тебе? 4 яйца у чувака. Обалдеть. 4 яйца наролил чел. Жестко. Это реально жестко. Так, Радик, это все мне в принципе... Что там, есть много физического урона? Ну, в принципе, там есть физический урон. Там даже есть на самом-то деле... Ладно, я понял, мне это не надо мне все. Вот, вот этот посох мне нужен. Мне нужен инкастовый урон. И стяжка нужна. Стяжка нужна, дай боже. Надо вообще и шмотки переролить. Так. Не хватило. 3 книжки мне тоже не хватит. Чуть-чуть не хватает. Стяжка мне нужна, но я держу, кстати, яйцо для котла. Котел имба. Котел имба. Имбище, я бы сказал бы. Так, что у нас тут по... Не, ну ты жирный, просто будь здоров, дядя. Я не знаю, что с тобой делать надо будет. Но ты жироба... О, 6 мехов это тоже жестко. Я не знаю. Я не знаю, кто сейчас кого выносить будет. Так, ну этого...
Это охотник-мертвец, у него пока все равно. Есть 9 магов драконы, 12 уровень взял чувак. Обалдеть. У меня еще одно усиление пришло. Шикарнейший маг. Отлично. Может и я 9 магов выставить. А, не могу я выставить 9 магов. Никак, к сожалению. То, что он 12 уровень взял. У него сейчас будет 5 драконов, 9 магов. Бог ты мой, какой же там жесткий чел. 5 драконов, 9 магов со старта, это очень сильно. Как-то так расстановку сделаю даже свою, потому что я на самом деле сейчас не знаю, что его контрить. 6 шаманов тут. Сильно. Как же долго выставлялись только что фигуры. Пинг нормальный, а фигуры долго выставлялись. Ой-ой-ой! Я забыл, что я ему закину эту шмотку на магический деф. Я мог только что просто проиграть. Очень быстро. Катка на самом деле, ну такая, знаете, очень противостоящаяся. Шесть орков против 6 шаманов. Сильно. Cousin Network. Так, Гриттер откис, отлично. Стало намного полегче, если честно. Но не легче против вот этого мага. Вообще не легче, я бы так сказал. Надо чекнуть его расстановку, надо чекнуть Гоблина расстановку. И Алекс. Алекс. И так, в принципе, без разницы. Так, тут так. И тут так. Ну, в принципе, котла только в сторону ставить, вот так. А вот эту штучку можно и закинуть в него. Все. ДК можно, в принципе, посередине оставить. Хотя у него нету 20 сопротивления магии, как у, допустим, того же. Они слабоваты просто. Может стоит некоторые предметы мне все-таки сейчас скипнуть. Сейчас глянем. Алое сердце, отхил сопротивление к магии беру. Это в котла я закину. Вот эти предметы манорегена мы берем. Так вот скипаем. Хекс получаем, отлично. Так, ну на самом деле ты не настолько жирный, допустим, как Джакира тот же. Джакира просто хп меньше, чем сейчас у этого персонажа. Ну, не знаю, посмотрим. Радиус 3 клетки. Две эти. По идее, не все должны сейчас быть под магическим дефом. Так, какая там расстановка? Основная все здесь. Так, ну тут драконы, да? 5 драконов. Вот это чуть плохо. Очень плохо, что у него 5 драконов. Мои драконы могут не выдержать этого. У него будет посильнее просто синергия. Его драконы могут... Да, он еще пришел. Сейчас я еще и вылечу. Нет. Я его вынес. Блин. Надо было забудить тему. Я не забудил. Так, ты... Может, стяжку сейчас уже проучить. Но на самом деле мне не надо яйцо тратить на стяжку. Стяжку-то я смогу купить, а лича я не смогу купить. Жестко, конечно. Я думал, ну, реально получу по горбу сейчас. Так, магический посох сюда. Ну и цепочку давай сюда. Очень жесткий этот маг. Раз. Из-за этого я вообще молчу. Может мне сейчас прилететь Дум туда, куда не надо.
провидец тут еще. Ну, короче, здесь жесткий орк. 9 охотников, в принципе, не настолько жестко, как многие думают. На самом деле, подожди, сейчас цепочка прилетит не туда, куда надо. Поэтому давай-ка ты сюда, цепочечка. Лети вот в него. Никого ж сильнее с руки нету. С руки никого сильнее нету. Все, по идее, должно быть все четко. Так, стяжечка была. Все, до свидания. Красота! Стяжка в могилу. Лич. Вот это вот апгрейд. Вот это апгрейд. Все остальное просто ненужное. Вот это сейчас персонаж будет сильнее, чем кто-либо здесь. Лич овер сильный. 350 урона, 9 отскоков. Не знаю, кто это переживет. 8 секунд КД и тут 8 секунд КД. Это тебе. Ух, какая же плотная катка на самом-то деле. Очень плотная. Кстати, заметили? Броня дает 30% сопротивления к магии. Убираю. 20% сопротивления к магии. И дает она по итогу 24 сопротивления к магии. Классно, да? Я на самом деле немножечко так волнуюсь, но очень жесткая катка. Очень жесткая катка. Ну, я реально немножечко даже волнуюсь. Волнуюсь от того, какой итог. У меня сильная сборка, бесспорно, но есть те чуваки, которых сильнее сборочка. Дум прилетел в Лича, вот это плохо. Надо вот этого чувака быстро убирать, он сейчас насумонить толпу может. И вот этого чувака надо. Так, этого стерли, окей. Плюнули, хорошо. Давай, ну... Ой, красиво! Ю-ху! Ух! Красота. Красота неописуемая. Остался маг-дракон. Я не знаю, как этого мага-дракона выносить буду. Потому что он наравне со мной. Давай рефрешер. Все, я знаю, как я его буду выносить. Яичко. Отличный апгрейд. Надо посмотреть его еще предметы. У меня есть хекс, у меня есть, ну, куча предметов, которыми я сейчас буду его контрить. У меня куча магического сопротивления, ты ничего... Каким образом? Что это был за бред? Какого броня экзорцизма не сработала на него сейчас? Что за... То есть, эта броня, читаем, все негативные эффекты, рассеивает все негативные эффекты. Становится невосприимчив к негативным эффектам в течение 3 секунд. То есть, хекс это не негативный эффект получается или что? Короче, у меня огромные вопросы к разработчикам, которые вот эту вот дичь сейчас сделали. Это полный бред. Я негодую очень сильно. У меня просто нет слов, ну реально. Ну вот это я возьму. Это как бы сопротивление к магии понижает. Вот этот вот скилл я возьму. Надо посмотреть, что у этого чувака здесь. Что ты тут? Ты тут, значит ты тут. В принципе, ок. Но у меня прям, ну, я думаю, через монитор это, ну, вы почувствуете, насколько я сейчас негодую очень сильно к этой теме. У меня чуть разрыв седалища не произошел. Хекс, если что,
должен прилетать в самую домашнюю фигуру, в него, либо же в него. В данном случае в него, потому что он перевоплощается, у него урона там тонна. Что за шмот у тебя? Я хочу посмотреть просто сейчас. Магическое сопротивление есть, рефрешер есть, ты в морских перестроился, да? Нет, 6 магов. Окей. Сейчас лучник. Так, ну у меня 2 предмета леча полетело, и все. Но мне, кстати, он сейчас вынести может. Потому что что? Потому что эта игра такая интересная. Не вынес. Ок. Остались 1 на 1. Стяжка будет. Стяжка 100% будет. Окей. Этого сюда поставлю. Ну, мало ли уж каким-то образом все-таки. Даже ружье тебе отдам сейчас. Ну, смотрим. Стяжка есть, ок. Стерли мы почти всех. Хекс все равно каким-то образом сработал в лича. Какой сложный выбор. Но выбор очевиден. Джекира. Что у меня тут есть? Бред. Еще бред. Еще раз Хекс мне сейчас в лицо прилетит или как? Ну давайте посмотрим еще раз. Еще разочек. Не, Хекс не у меня полетел, а в другого чувака, но тем не менее лучше не стало. — 47%, кстати, сопротивления, если что. Если что, у меня маска и, ну, аура. И тем не менее, все равно такая вот тема. Он еще сейчас поживет раунд. Я просто очень сильно сейчас негодую. Ну какого... Как это вообще работает? С чего это так? Да, молодец. Леча поближе, с фулл шмотками. О, в кого Хекс прилетел. Классно предмет работает. Классно предмет работает. У меня на языке вертятся одни маты сейчас. Вот, у меня... Фух, окей, я этот момент вырежу и отправлю в техподдержку, потому что это полная... У меня нет слов, и я даже ничего не хочу комментировать сверху. Всем спасибо за просмотр, не забывайте оставить свои лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.